каждый вечер Макс возвращался домой по одной и той же улице. Это была тихая часть города, где старые двухэтажные дома с облупившейся краской стояли под сенью вековых деревьев. Но в последнее время эта дорога стала для него чем-то большим, чем просто путь домой. Она превратилась в своеобразный ритуал, возможность ненадолго сбежать от тяжелых мыслей о матери, которая 3 года назад оставила их с отцом ради другого мужчины. Андрей, отец Макса, старался как мог заполнить пустоту в их жизни после ухода жены. Он брал дополнительные смены на работе, чтобы обеспечить сыну достойную жизнь, но Макс видел, как тяжело ему давалось одиночество. Каждый вечер, возвращаясь домой, мальчик находил отца погруженным в работу или пытающимся отвлечься телевизором. Они редко говорили о маме, но ее отсутствие ощущалось в каждом уголке их дома. Иногда самые важные истории рассказывают не слова, а тени в окнах и недосказанные фразы. В доме напротив его окна свет в одной комнате включался каждый вечер ровно в 7. Поначалу это казалось просто любопытной деталью, но постепенно Макс начал замечать тревожные знаки. Молодая женщина, Карина, часто сидела неподвижно у окна, словно застывшая статуя. Иногда он видел, как она украдкой вытирает слезы. Однажды вечером Макс решил поделиться своими наблюдениями с отцом. «Пап, мне кажется, с соседкой что-то не так». Начал он осторожно, помогая отцу готовить ужин. «С какой соседкой?» Рассеянно спросил Андрей, помешивая суп. «С Кариной, которая живет напротив. Она всегда такая грустная, и я видел на ее руках синяки». Андрей отложил ложку и внимательно посмотрел на сына. «Макс, я понимаю твое беспокойство, но не стоит придумывать истории. Я несколько раз общался с Виктором и Кариной, они прекрасная пара. Виктор очень заботливый муж, всегда спрашивает о ее самочувствии, носит тяжелые сумки. Но, пап, послушай, сынок, иногда нам кажется то, чего нет на самом деле. Особенно, когда мы сами переживаем сложные времена». На следующий день Макс заметил, как Виктор грубо схватил Карину за руку во дворе. Она пыталась что-то сказать, но он резко оборвал ее. Миша, их маленький сын, испуганно прижался к материнской юбке. «Я же сказал тебе не разговаривать с соседями». Донесся до Макса приглушенный голос Виктора. «Я просто поздоровалась», — тихо ответила Карина. «Просто поздоровалась. А может, ты им что-то рассказала? Что ты им наговорила?» Страх имеет свойство расти в тишине, питаясь нашим молчанием. Макс чувствовал себя беспомощным. Он снова попытался поговорить с отцом. «Пап, я видел, как он с ней обращается. Это ненормально». Андрей вздохнул, откладывая газету. «Макс, послушай. Я знаю, что после ухода мамы ты стал особенно чутко относиться к чужим проблемам. Но не везде, где есть семейный конфликт, есть насилие. Иногда люди просто спорят. Но синяки, пап. И то, как Миша все время дрожит. Сынок, я понимаю твое беспокойство. Но давай не будем вмешиваться в чужую жизнь. Мы же не знаем всей истории». Однажды днем, когда Макс возвращался из школы, он увидел, как Карина торопливо собирает разбросанные по двору вещи. Среди них были детские игрушки, книги, какие-то бумаги. Виктор стоял на крыльце, его лицо было искажено гневом. «Собирай свой хлам. И чтобы больше я не видел эти книжки в доме. Ты должна заниматься семьей, а не забивать голову всякой ерундой». Карина молча подбирала вещи, но одна книга упала совсем близко к забору, где стоял Макс. Он наклонился поднять ее. Это была книга по психологии с закладками на страницах о домашнем насилии. «Спасибо», — прошептала Карина, забирая книгу. В ее глазах стояли слезы. Иногда самый громкий крик о помощи звучит в полной тишине.
В ту ночь Макс не мог уснуть. Он сидел у окна, наблюдая за домом напротив. Внезапно в окне второго этажа мелькнула тень, послышался приглушенный крик. Сердце мальчика забилось быстрее. «Пап! Пап, проснись!» Макс ворвался в комнату отца. «Там что-то происходит!» Андрей сел на кровати, протирая глаза. «Что случилось?» «У соседей». Я слышал крик. «Пожалуйста, пойдем проверим». Иногда требуется всего один момент храбрости, чтобы изменить чью-то жизнь навсегда. Они быстро оделись и выбежали на улицу. У дома напротив горел свет, и теперь крики были слышны отчетливее. Андрей решительно подошел к двери и громко постучал. «Откройте! Полиция уже едет!» Внутри что-то упало, послышались торопливые шаги. Когда дверь открылась, они увидели Виктора с искаженным от ярости лицом. «Что вам нужно?» Процедил он сквозь зубы. «Где Карина?» Твердо спросил Андрей. В этот момент сверху донесся детский плач. Макс, не раздумывая, проскользнул мимо Виктора и побежал наверх. Макс быстро нашел комнату, где был Миша. Маленький мальчик плакал, прижимаясь к кровати, где сидела Карина. Ее лицо было сильно избито. Макс быстро подбежал к ним и обнял их. «Все будет хорошо, мы здесь, чтобы помочь вам», — сказал Макс, пытаясь успокоить Карину и Мишу. В этот момент внизу послышался голос Андрея, который пытался утихомирить Виктора. Через несколько минут приехала полиция и забрала Виктора. Карина и Миша были, наконец, в безопасности. Храбрость не отсутствие страха, а сила, которая преодолевает его. После этого инцидента жизнь Макса, Андрея, Карины и Миши изменилась навсегда. Они стали как одна семья, всегда поддерживая и заботясь друг о друге. И Макс понял, что иногда один момент храбрости может изменить всю жизнь. Спустя несколько месяцев после тех событий, Карина начала работать в местной библиотеке. Ее любовь к книгам и умение находить общий язык с детьми сделали ее любимым библиотекарем среди маленьких читателей. Миша тоже расцвел, впервые за долгое время он начал улыбаться и свободно общаться со сверстниками. «Знаешь, Макс», — сказала как-то Карина, когда они вместе возвращались из библиотеки, «ты напоминаешь мне ангела-хранителя. Если бы не твоя внимательность и храбрость». «Я просто не мог иначе», — ответил Макс, смущенно улыбаясь. Когда мама ушла, я понял, как важно не оставаться равнодушным к чужой боли. В каждой спасенной жизни рождается новая надежда. Однажды вечером, когда вся семья собралась за ужином, Миша неожиданно обратился к Андрею. «Дядя Андрей, можно я буду называть тебя папой?» В комнате повисла тишина. Андрей посмотрел на Карину, которая едва сдерживала слезы. «Конечно, можно, малыш», — ответил он, обнимая мальчика. «Я буду очень этому рад». Жизнь постепенно налаживалась. Карина и Андрей поженились следующей весной, скромная церемония в кругу самых близких людей. Макс был свидетелем на свадьбе, а Миша с гордостью нес кольца. Теперь, глядя на огни в окнах своего дома, Макс думал о том, как иногда судьба может повернуться самым неожиданным образом. Из трагедии родилось что-то прекрасное, настоящая семья, где каждый готов защищать и поддерживать друг друга. «Знаешь, сынок», — сказал как-то Андрей, — «я горжусь тобой. Ты научил меня видеть то, что скрыто за внешним благополучием, и не бояться действовать, когда нужна помощь. Я просто хотел, чтобы никто больше не чувствовал себя одиноким и беспомощным, как мы когда-то», — ответил Макс, обнимая отца.